Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мира и добра вам, здравия и хорошей погоды, особенно хорошей погоды в дни, которые приближаются. Мы назвали их «Золотые дни мая 2022 года». И сейчас объясню более детально об этих днях. Просто хочу напомнить, что смотрите, с 14 у нас 7 часов утра, 14 мая, 15, 16, независимо от знака, это очень сложные дни, и 17 и утром 18 это сожженный путь полнолуния. Это лунное затмение, это полнолуние, это особое стрессовое такое состояние и Земли, и всего, что находится на Земле, и для человека. Постарайтесь в это время находиться в мире и спокойствии. Поменьше работы, вот кроме полива, вот здесь будут у нас работы, еще какие-то агроприемы. Мы уже вот с 17 по 20 готовим агрогороскоп отдельный, но сегодняшний выпуск подсказан несколькими вопросами и просьбами начинающих. Как же все-таки, почему вы говорите, что можно вот в эти дни в Козероге сеять и сажать, и корнеплодные, и вершки? Вот я сейчас и подготовила этот ответ, доказательства именно агроастрологии, и это же уже испытано и получены результаты многих лет, и не только результаты того, что мы делали, но и наших уже зрителей и подписчиков, которые с нами не менее 3 лет. И они уже знают эти результаты на своих огородах, садах. И сегодня мы поговорим именно о посевах и посадках. Более подробно другие агроприемы мы будем говорить буквально на днях. Сейчас продолжаем вот этот выпуск и докажем, что эти дни действительно золотые. Дни мая 2022 года и для огородника, и для садоводов, и для цветоводов. Вот смотрите, я делаю расшифровку каждого дня, когда мы вот обсуждаем вот эти дни. 18 мая прекрасный период начинается с 16 часов до конца суток. Что это за энергии? В первую очередь, смотрите, Солнце будет находиться в 28 градусе Тельца. Телец продуктивный, прекрасный, и продуктивный, и плодородный знак. Это Солнце, а Солнце очень сильную энергию сейчас дает. Далее Луна, да, убывающая, я вам только что показывала. Это сразу после выхода из сожженного пути полнолуния. И еще полная красавица Луна. И тоже в знаке Козерог. Телец и Козерог. Смотрите, какое прекрасное сочетание. Эти два знака всегда дают крепость, здоровье растениям, устойчивость против заболеваний. Идем дальше. 19 мая все 24 часа можете трудиться. Здесь Солнце в 29 градусе Тельца и Луна, убывающая в Козероге. Чуть-чуть уже виден уже вот этот кусочек, что Луна начинает убывать, а она по-прежнему светит очень красиво. И еще один день можем также использовать 20 мая с 0 часов до 14 часов дня. Затем подготовка Луны к Луне без курса, вот Луна отдыхать, и затем переход в знак Водолей. И здесь же у нас Солнце еще в 30-м завершающем градусе Тельца и Луна, убывающая в знаке Козерог. Смотрите, какое замечательное сочетание энергий Тельца и Козерога. И солнечный календарь, солнечные энергии, и лунный календарь, лунные ритмы. Все это замечательно будет работать для того, чтобы мы смогли с вами и посеять, и посадить, и вершки, и корешки. Давайте рассмотрим вот для огорода, что можно в это время делать. Мы заранее, кстати, тоже готовимся к этому периоду, и поэтому уже составили для себя список, что мы должны высадить, что мы должны посеять. Вот смотрите, огород. Для тех, кто не высаживал картофель, северяне, у вас сейчас тоже резко пойдет тепло. 11 мая как раз очень хороший период начинается, резко будет тепло, и резкий вот этот переход Юпитер
в Овне даст практически по всей планете вот этот толчок, наконец-то, к теплым дням. Здесь, кроме картофеля, можно сеять семена всех абсолютно корнеплодных овощей. Это уже открытый грунт. А также можно высаживать именно на репку. Для того, чтобы получить луковицу, можно посадить и лук, и чеснок еще. Это, конечно, чеснок касается северных регионов. Но если кто-то еще не высадил из-за различных событий яровой, садите яровой чеснок. Тоже все равно будет урожай. Вот это очень хорошее время. И еще были вопросы, можно ли высаживать рассаду лука. Конечно же, высаживайте рассаду лука, и вы видите сочетание вот этих двух прекрасных знаков Тельца и Козерога. Они дадут хороший вам толчок для урожая, добротный урожай получите. Ну, если, конечно, будете технологию выдерживать. Далее, что из вершков? Кабачки. Бахчевые, тыквы, все бобовые можно высевать, капусты, сахарная кукуруза, подсолнечник. Можете, если кто-то сеет в открытый грунт, еще какие-то другие овощные, цветочные растения, пожалуйста, сейте. Здесь очень хорошие энергии, и все у вас будет хорошо. Единственное, что чуть-чуть медленнее будут всходы, но зато это будут крепыши и хорошие здоровые растения с хорошей закладкой урожая. И далее идем посадка рассады. Очень важный момент для многих регионов. Здесь посадка рассады и теплицы, и открытый грунт. Пожалуйста, все абсолютно овощные и цветочные растения используйте для посадки ваших растений. Тоже прекрасный период. Ну а теперь вот то, что тоже часто у нас вопросы были в течение мая месяца. Это посадка саженцев. Кто-то получил с посылкой свои саженцы роз, кто-то какие-то растения, кто-то грушу, кто-то яблоньку, вишенку, кто-то рябину там собирается высаживать, актинидии. Все, что вы получили, все, что вы купили и посадили пока временно или в ямку, а еще лучше, я бы объясняла, я всегда высаживаю в какие-то ведра или в посуду, а затем делаем просто перевалку. Вот эти дни, замечательные дни, используйте для посадки любых садовых растений, абсолютно любых. Это и фруктовые, и ягодные, и декоративные, и елочные растения, хвойные имеется в виду, и цветочные растения. Все здесь очень уместно и будет результативно, причем позитивный, хороший результат. И растения будут приниматься хорошо, и далее будут много лет радовать своим урожаем. И еще по саду здесь, если это уже юг, и не только юг, здесь и цветочные растения, нарезка черенков и укоренение черенков. Тоже замечательный период для укоренения черенков любых растений, которые вы хотите размножить. Здесь же можно и отводки укладывать для того, чтобы получить тоже отводок, мощные здоровые растения, размножить таким образом свои любимые растения. Вот такие золотые дни – это основные посевные посадочные работы, о которых много вопросов было, я их объединила и более детально вам сегодня отвечаем. Сегодняшний выпуск подготовили для вас Раиса Греченко и Александр Волик. Мы искренне желаем вам света божественной любви, мира в вашем доме, мира в вашем саду и благодати в ваших садах, благодатной погоды, удачи, удачных посадок, прекрасного фундамента для урожая 2022 года. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока!